Каждый раз, когда к нам в руки попадает какое-то новое для нас растение, первым делом мы, естественно, идем в интернет для того, чтобы найти сведения про это растение. Что же ему нужно для того, чтобы оно красиво выглядело, красиво цвело и радовало нас. И очень часто рекомендации, которые мы читаем, сводятся к тому, что сделайте так, сделайте эдак, и все у вас получится. Совершенно без объяснения, почему нужно сделать именно так. Я в своих видео каждый раз стараюсь привести аргументы, почему нужно сделать именно так. И вот сегодня очередное такое видео, речь пойдет про рододендроны. Они сейчас в самом цвету, грех было не воспользоваться и не снять про них видео. Итак, что же нужно для того, чтобы рододендрон, если вы его купили и хотите посадить у себя, что нужно, чтобы он хорошо выглядел, красиво цвел и радовал вас? Сразу хочу сказать, рододендроны бывают разные, множество разновидностей всяких, и, конечно, желательно бы изучить требования каждого из этих видов. Но в целом рекомендации у них более-менее схожие. Итак, первое, что нужно сделать правильно, это правильно выбрать место для посадки. Что это значит? Дело в том, что рододендроны очень чувствительны к освещению. Считается, что в природе они растут под пологом леса. Значит, им нужен рассеянный, но в принципе яркий свет. Это оптимальный вариант. Вот в данном случае как раз вариант такой. Рано утром сюда попадает солнышко, днем на закате солнца уже здесь фактически нет. Он, в общем-то, выглядит, я считаю, довольно неплохо. Есть другой вариант. Вариант, когда рододендроны высажены на полном свету, на ярком солнце. Вариант не очень хороший. Да, они цветут. И я застал их цветение. Но буквально в течение 5 дней это цветение закончилось. Вот посмотрите. Листва выглядит не такой яркой, не такой зеленой. Она какая-то вся желтая, выгоревшая. И цвеление очень короткий промежуток времени. На мой взгляд, на ярком солнце рододендроны и цветы, и листья выгорают. То есть сажать на открытом месте, наверное, все-таки не стоит. А вот другой вариант, противоположный. Этот рододендрон посажен в глубокой тени. Мало того, что здесь деревья сверху, еще и вот этот огромнейший куст вейгелы. Его перекрывает полностью свет. Мы тут начали уже расчищать. И расчищать надо будет серьезно. Надо будет спиливать ветки деревьев лишние. Ну а вейгелу, конечно, дождемся, когда закончится цветение. Будем обрезать ее очень коротко, для того, чтобы она выпускала новые побеги. И уже, наверное, в следующем году будет цвести. Здесь с этим рододендроном в чем проблема? При малом количестве света, когда он в глубокую тень посажен, цветение очень скудное. Вот там вижу 2 было цветочка, и вот здесь парочка. И тоже очень короткое. В принципе, может быть вариант, когда вообще цветение в глубокой тени не происходит. Поэтому рассеянный яркий свет – самый лучший вариант освещения для рододендрона. Следующий важный момент – почва, в которую вы будете сажать свой рододендрон. Имейте в виду, что рододендроны – это семейство вересковые. И как и в принципе все растения семейства вересковых, они любят слабокислые почвы. Собственно говоря, это требование так называемой микоризы. Помните, когда-то я видео снимал, рассказывал о том, что такое микориза, о препаратах, которые продаются для того, чтобы создать эту самую микоризу. В 2 словах, микориза – это симбиоз между почвенными грибами и корнями растения. Вот эти самые почвенные грибы добывают из почвы все необходимые растению вещества, переводят их в удобное состояние и отдают растению. Соответственно, растение в ответ им тоже дает свои нужные этим грибам вещества. Вот такой симбиоз и называется микоризой. Они живут во взаимном дополнении и со взаимной выгодой. Так вот, микориза как раз очень хорошо образуется именно на слабокислых почвах. Поэтому, если вы собираетесь копать посадочную яму и наполнять ее чем-то, сделайте примерно такой субстрат. Возьмите верховой кислый торф, добавьте в него подстилку из хвойного леса, хвою, можно даже верхний слой почвы, можно добавить песок. Вот это великолепнейший наполнитель для посадочной ямы. Слабокислая почва, повторюсь. Какой размер посадочной ямы копать? Имейте в виду, что у рододендронов не глубокая корневая система, но при этом она расходится в стороны. Она достаточно широкая. Поэтому при посадке
принципе, вполне достаточно на 2 штыка глубину сделать, то есть сантиметров 50 посадочной ямы, но постарайтесь сделать ее пошире. По крайней мере, в 2-3 раза шире, чем тот контейнер, в котором вы покупаете рододендрон. И вот здесь еще один важный момент. Как и большинство хвойных растений, как и большинство растений семейства вересковые, покупать рододендрон стоит только в контейнере. Потому что корневая система вот этих растений, которые связаны с микоризой, ну, она очень ранимая. И пересадки длительной, если подсушите, тем более, она не потерпит. Растение может не прижиться. Поэтому только контейнерные растения сажайте. Еще один важный момент, связанный с корневой системой. Рододендроны не любят 2 крайностей. Когда засуха, когда пересыхает корневая система, она, напомню, не глубокая и пересыхает достаточно быстро. Либо, наоборот, чересчур заливается влагой. Поэтому вот этот вот верховой торф – это отличный наполнитель для посадочной ямы. Он достаточно влагоемкий, то есть почва будет долго не пересыхать, и в то же время он пористый, он волокнистый. И влага там не застаивается, не стоит очень долго. Честно говоря, какая на этом участке почва, я пока только присматриваюсь. Я вижу здесь глина с вкраплением мелких камушков. Ну, то есть глина это не очень хорошо, да, влагу она очень долго держит, и в принципе должна загнивать корневая система. Но здесь есть другая особенность у этого участка. Здесь очень крутой склон. Крутой настолько, что работать фактически ровных площадок нет. Все работы приходится проводить в таких экстремальных условиях. Стоишь, ну, угол, не побоюсь этого слова, где-то около 45 градусов. Но когда идут дожди, эта вода, естественно, довольно активно отходит от корневой системы. Она попросту стекает. Поэтому, судя по состоянию рододендронов, с почвой здесь все их устраивает. Видимо, их устраивает и кислотность, и тот состав. То есть корневая система развивается нормально. Еще один важный момент, связанный с тем, что у рододендронов неглубокая корневая система. Когда вы будете искать ему место для высадки, посмотрите, нет ли рядом растений, у которых тоже неглубокая корневая система. Я имею в виду больших растений. Например, ива, береза, ель. Их корневая система будет расположена примерно на том же уровне, что и у рододендрона. Но их корневая система достаточно широкая и достаточно агрессивная. Она будет высасывать влагу просто вокруг, в том числе и у рододендрона. Для него это будет плохо. И еще один важный момент. Так как корневая система не глубокая, естественно, высыхать она в летнюю жару будет достаточно сильно. Поэтому обязательно после высадки замульчируйте свое молодое растение. Ну, в первую очередь молодое, свежевысаженное. Чем замульчировать? Ну, идеальный вариант корой, хвойный опад подойдет, в принципе, даже просто скошенная трава. С одной стороны, это избавит вас от частых поливов, то есть влага будет очень хорошо держаться в корневой системе. А с другой стороны, не будут так активно расти сорняки, вам не надо будет пропалывать, потому что прополка вот таких растений с неглубокой корневой системой, она как раз-таки чревата тем, что вы можете своими руками повредить эти самые корешки. Если вы правильно выбрали место, если вы правильно подготовили почвенный субстрат для посадки, я думаю, никаких проблем у вас с рододендроном в принципе возникнуть не должно. В уходе он достаточно простое растение. Нужно знать несколько важных моментов. В первую очередь, это, конечно, правильный регулярный полив, но без перелива. Воду использовать лучше мягкую. Лучше всего использовать дождевую, собирать ее. Можно немножко подкислять лимонной кислотой, скажем, уксусом, ну кто-то даже серной кислотой подкисляет, тут дело ваше. Удобрения. В принципе, рододендроны удобряют весной. Лучше всего, я считаю, использовать комплексные минеральные удобрения, в которых помимо макроэлементов присутствуют еще и микроэлементы, которые просто необходимы для вот такого роскошного красивого цветения. При выборе удобрений обратите внимание, есть специальные удобрения для рододендронов, для гортензий, для азалий, для голубики. В принципе, все они подойдут для рододендрона, потому что у них есть подкисляющие элементы. Есть все необходимые элементы для хорошего, красивого развития и цветения. Имейте в виду, что если вы берете гранулированное удобрение, которому нужно для растворения и попадания корням какое-то время, то эти удобрения вносят ранней весной, ну, грубо говоря, где-то в марте. Если же вы используете жидкие удобрения в жидкой форме, которые быстро попадают к корням и начинают работать, то их используют где-то перед началом мая. Вот как раз перед тем моментом, когда рододендрон начинает цвести. Почки рододендрона, вот эти цветочные, начинают закладываться летом. Вот сейчас он отцветет, и начнется процесс образования почек уже будущего года. И это очень важно понимать. Кстати,
Кстати сказать, одной из проблем рододендрона может быть возникновение хлороза. Когда вот того самого железа не хватает в почве, хотя в почве наверняка железо есть, но растение не может это железо оттуда извлечь, потому что неправильно выбрана кислотность. Для лечения этой проблемы используют либо препараты по листьям, хелаты всякие в жидкой форме, они продаются, которые позволяют быстро решить проблему. Либо, опять же, комплексные правильные минеральные удобрения, подкисление почвы в районе корневой системы. Все это позволяет довольно быстро и эффективно, в принципе, от этого самого хлороза избавиться. Теперь по поводу обрезки. Обрезают рододендроны сразу после того, как закончилось цветение. Что вырезают? Естественно, вырезают всякие сухие, поломанные ветки. Ветки, которые выбиваются из кроны, например, слишком длинные какие-то. Лишние ветки, если вы считаете, что они лишние. Все это обрезается сразу после цветения. Очень важная операция – это что делать вот с этими отцветшими уже соцветиями. Их желательно сломать. Ломаются они очень просто, рукой вот так нагибаете, и оно отламывается. Видите, не надо ножниц никаких, не надо никаких секаторов. Пройтись по кусту, отломать соцветия, сил никаких не отнимает и времени. Для чего это делается? Во-первых, вот здесь завязались семена. Эти семена будут отнимать огромное количество сил у растения, вместо того, чтобы образовывались вот как раз сейчас вот эти самые цветочные почки будущего года. Чтобы почек в будущем году было больше, чтобы он цвел больше, вот эти семена, отцветшие соцветия, надо удалять. Мало того, после такой прищипки, как в принципе у большинства растений, начнут образовываться дополнительные побеги. И цветение, опять же, станет гораздо больше. Иногда случается так, что куст очень старый и нужно его омолодить. Но в этом саду я таких пока не нашел. Расчистить просто немножко надо. Но, в принципе, куст рододендрона можно омолодить. Для этого его нужно срезать на высоту от земли примерно сантиметров 40. Но имейте в виду, что вот в данном случае это рододендрон, который не сбрасывает на зиму листву. И в принципе для него листовой аппарат потерять сразу в таком большом количестве, довольно проблематично. Поэтому половину куста обрежьте, а половину оставьте. Обрежьте ее уже на следующий год. То есть растяните процедуру вот такого кардинального омоложения на пару лет. И давайте в заключение подведем такой своеобразный итог всему тому, что я вам сегодня рассказывал про рододендрон. Для меня чем-то по своим требованиям рододендрон напоминает гортензию крупнолистную. Поэтому, если бы вдруг у себя на своем участке в Запорожье я бы решил высадить саженец рододендрона, что бы я сделал? Почва там у меня совершенно не слабокислая, скорее слабощелочная, такая же неподходящая по качеству вода. Летом солнцепек, тени еще очень мало. Что же делать? Я бы поступил так же, как я поступил с гортензией крупнолистной. Этой весной я снимал об этом видео и показывал вам. Я бы взял большой контейнер, наполнил бы его подходящей смесью на основе верхового кислого торфа, высадил бы саженец рододендрона и поставил бы в притененное место. Вот так бы я поступил. Напомню, все полезные ссылки в описании. Они будут в конечных заставках и они будут наверху в виде подсказок выскакивать. Переходите, смотрите. Надеюсь, из этих видео вам станет понятно все. Хорошего дня!